16 марта 2023 года на канале вышло видео, которое называлось «Реанимация орхидей, в которой остались только воздушные корни». И вот спустя год и 2 месяца зрительница Наталья, просмотрев это видео, оставила комментарий: «Здравствуйте, а где продолжение этого видео?» И всем, кому интересно, что с этой орхидеей было дальше, приглашаю сегодня посмотреть на канал Орхидеи дома. Итак, добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Итак, кто хочет более детально узнать, что было с орхидеей, что мы делали с ней, какие меры предпринимали, то на канале, как я уже сказал, первое видео вышло 16 марта и второе видео вышло 13 мая 2023 года, которое так и называлось «Завершение реанимации орхидеи, у которой остались только воздушные корни». Сейчас вы, кстати, видите кадры из этих двух видео. И так как Наталья после просмотра видео за 13 мая поблагодарила и написала «Благодарю вас за обратную связь», видео бы не помешало. Очень интересно. То и я сегодня решил показать вам, что же с этой орхидеей было дальше. Но перед тем, как посмотреть на состояние этой орхидеи сегодня, давайте окунемся в события весны 23 года. И я сейчас вкратце расскажу, что же было с этой орхидеей. Итак, эта орхидея попала ко мне в дом. И как вы видели, у нее были хорошо развиты только воздушные корни. В посадке все было сгнившее, посадка была залита, и тургор листьев, соответственно, тоже вы видели, какой был. То есть листочки были как папиросная бумага, их можно было скрутить. И вот после того, как мы удалили всю гниль, у нее остались вот такие вот воздушные корни, которые мы после того, как опрыскали хорошо водой, попытались вот так вот усадить в кашпо и на 2 месяца оставили эту орхидею, и я каждый день, ухаживая за ней, опрыскивал эти корни для того, чтобы приучить эти корни к воде. И вот 2 месяца спустя, кстати, вот вы видите сейчас эту орхидею на момент попадания ко мне в дом с левой стороны, и справа это на момент конца второго видео, которое, как я уже сказал, было 13 мая. Итак, 13 мая мы эту орхидею снова хорошо осмотрели, определили, какие воздушные корни привыкли к воде, а какие нет. Удалили все, зачистили и сделали этой орхидее посадку в обычную классическую систему. То есть именно в такой системе эта орхидея и находилась до того, как попала ко мне в дом. Кстати, хочу сказать, что я во втором видео там говорил, что через неделю-две отдам эту орхидею хозяйке. И когда я предложил хозяйке, что давайте я вам ее отдам, то она попросила, пусть она пока побудет у меня до момента, когда она зацветет. И поэтому эта орхидея осталась жить временно, опять же, я хочу сказать, у меня. И я, ухаживая за ней, все смотрю и смотрю, когда же она выпустит цветонос. Но, к сожалению, и этой весной орхидея пока не выпустила цветонос, но это чуть-чуть позже. Значит, как я уже говорил в видео в предыдущих, мы 2 раза ее обрабатывали алоэ в марте месяце, и 2 раза уже, 1 раз в апреле и 1 раз в мае. Это сейчас вот вы видите 4-ю обработку алоэ, то есть никаких фунгицидов не применялось. То есть все, что давалось орхидее, это вот так вот обработка соком алоэ. Ну а ежедневное опрыскивание производились обычной дождевой водой
И в эту воду я еще в тот момент ничего не добавлял. И на момент посадки у нее был из 4 оставшихся корешков один только раскукленный, и буквально несколько корешочков начинали прорезаться у основания. Вот вы видите, что мы в посадку этой орхидеи на керамзит положили мох, затем усадили орхидею, и потом я аккуратно обложил все корни корой. После чего закрепил орхидею, и сверху в посадке я уложил мох сфагнум. Как вы помните, может, кто смотрел это видео, что мох сфагнум сверху мы уложили для того, чтобы быстрее вытаскивать корни. Не вытаскивать, выманивать, конечно же, выманивать корни. И пока я не показал эту орхидею, как она выглядит сейчас, прошу вас, напишите, как считаете вы, получилось ли выманить у нас эти корни? И как вы думаете, сработал ли мох сфагнум и внутри посадки, которая на керамзите, и сверху? Как вы считаете? Напишите, пожалуйста, комментарий. Кстати, по поводу, почему целых 2 месяца я приучал корни к воде, хочу сказать, что я понимал, что какие-то корни по-любому не выживут. И я не хотел, зная, что мне придется отдавать эту орхидею, чтобы орхидея потеряла корни в посадке. И поэтому я так долго и тщательно ждал того момента, когда же они наконец научатся пить. И лишь 2 месяца спустя я сделал пересадку. Удачную или неудачную, я думаю, вы сейчас, увидев эту орхидею, оцените. И тоже напишите свои комментарии. И вот спустя год после пересадки вот так вот выглядит орхидея. Значит, давайте по верхней части мы посмотрим, что тут у нас. Значит, у нас было 2 листочка. Вот этот маленький и вот этот листочек. И за этот год орхидея нарастила еще раз, два, и растит сейчас 3-й листочек. Как вы видите, каждый листочек больше предыдущего. Ну, этот и этот, они практически одинаковые. Ну, а этот уже, смотрите, какой хорошенький большой листочек. По корням. Вот, смотрите, по поводу мха. Мы уложили, он был светлый, сейчас он уже, конечно, не такой. Он уже засоленный. Его, по большому счету, нужно было поменять еще месяца 3-4 назад как минимум. А корневая система выглядит вот следующим образом. Есть у нас, видим, и раскукленные корешочки, и внизу, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, целых 5 вот вместе, тут целый комок такой. И мох, который мы укладывали в этой части керамзита, местами где-то вот он остался, местами его уже нету. То есть мох у нас работал и в верхней части, выманивая корешки, и в нижней. То есть все, что мы задумывали, все у нас получилось. Ну что, давайте мы, наверное, раз уж орхидея у нас очень просит пить, давайте мы ее напоим. Давайте глянем, что тут снизу. Снизу, кстати, по керамзиту не особо. То есть корешочки вот доходили до дна. И некоторые потом устремлялись вот вверх. И польем мы, наверное, ее прямо в этом кашпо, в котором она у нас и находится. Сначала я хочу хорошо обрызгать мох. И, наверное, мы его сейчас с вами вместе и поменяем.
Я думаю, он сейчас моментально станет влажным за несколько секунд. Сегодня я в воду ничего не добавлял, обычная дождевая вода. И давайте буквально на несколько минут я оставлю эту орхидею, пусть пропитается, пока мы поменяем мох. Итак, пауза на несколько минут. Ну вот, прошло примерно 10-15 минут. Значит, не буду я пока вытаскивать орхидею. Пусть пока пьет. Я просто сейчас хочу вам показать, как я буду менять мох. Вот смотрите, верхняя часть уже такая темная, а снизу он еще вроде такой светленький. Количество мха старого, вы видите, намного меньше осталось, чем его было. То есть какая-то часть его просто уже переработалась. И сейчас, конечно же, мы положим новый свежий мох. Так как корешки, вы видите, что все равно в тех местах, которые были не прикрыты мхом, они все-таки на них выступают соли. А мох при укутывании будет их защищать от этого. Вот такая вот замена мха у нас получилась, плюс полив. И я думаю, что на сегодня, пожалуй, на все вопросы Натальи я ответил. Будем, наверное, закругляться. Надеюсь на ваши лайки, комментарии, подписки. Делитесь видео, ссылкой на видео со своими друзьями. И, конечно же, приходите на канал Орхидеи дома снова и снова. А на сегодня хочу сказать всем до новых встреч.